Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Вязания. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такое нежное чудо. Такой красивый джемпер с высоким воротником гольф. Я бы его так назвала, таким свободным воротничком высоким. Смотрите, данная модель связана очень известным узором павлиний хвост. Это одна из, так скажем, модификаций этого узора. Схема была мной нарисована. Я не нашла подобную схему в интернете, но это все равно павлиний хвост. Его принцип вязания именно такой. Что хотела бы сказать про данную модель. Смотрите, длина здесь, конечно, показана укороченная, молодежная такая, я бы сказала, да. Длина, конечно же, по желанию. Ну, вот если взять мое желание, то длину стоило бы увеличить сантиметров как бы на 5. А вот моей дочери как раз такие модельки такой длины очень даже и в самый раз, и они любят, да. Смотрите, по спинке показываю вам эту модельчику. Давайте на спинку опять вернемся. По спиночке, смотрите, этот воротничок гольфа, здесь уже он там стоит, здесь он его сложили, да, сделали таким складным. Спущенный рукавчик, половиночки обе, спинка и перед вяжутся раздельно, рукавчик тоже раздельно, потом все это собирается и сшивается. Дальше, что еще здесь показать, обращаю ваше внимание, этот воротничок, его можно по-разному носить, да, можно стоечкой носить, можно вот так его немножечко складывать, несколько сложений, то есть он такой многоликий, да. Узор очень красивый и вяжется очень легко. У этого узора всего 6 рядов в высоту, раппорт, и он, ну, реально такой для начинающих, знаете, такой вариант для начинающих, прям вот реально, без всякого преувеличения, да. Ну и, так скажем, позиционирует нам эту модель как зимний вариант, видите, на фоне такой зимней сказки какой-то, да, такой сказочный персонаж получается, да, Снежная королева. Но на самом деле, конечно же, джемпер просто нарядный, его можно носить как на повседневку и как-то, в принципе, на какой-то праздник, смотря как вы его свяжете, да, здесь вот такой, мне кажется, какой-то горно-спортивный стиль придерживается дизайнер, но на самом деле этот узор, его можно оптимизировать под любой вариант, то есть нарядный, просто нарядный, красивый джемпер, да, на повседневку или куда-то там праздничный какой-то вариант. То есть пряжа у нас сегодня вот эта молочная будет подобрана, прям тон в тон практически. Вот. И по, так скажем, по фактуре она очень похожа будет. Давайте сейчас посмотрим эту пряжу. В сегодняшнем мастер-классе мы будем вставлять описание с 42 по 52 размер. Так что, девочки, всем, кому модель приглянулась, оставимся на канале и смотрим этот видеоролик до конца. Сегодня будет у нас составлен проект этого, по вязанию этого джемпера от начала и до конца. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Так, для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Cotton, турецкая пряжа хорошего качества, в 50 грамм у нас 160 метров. Состав ее тоже очень хороший. 26% шерсть, 26% хлопок и остальное акрил. Спицы используем 3,5. И вот так выглядит наш узор. Здесь связано 5 раппортов в высоту.
Вот такие милые, нежные, получается, расцветают у нас ажурные листочки-цветочки, да, что-то такое красивое, изящное. Вообще в простонародье подобные такие узоры называют павлиний хвост. Их много всяких модификаций, но вот это одна из них. Но я такой конкретно не нашла узор нигде, честно сказать, составила по картинке. Да, похожее есть, но совсем там не то. Иногда бывает проще нарисовать простой узор, чем искать его схему в интернете, потратить на это приходится, знаю, проходили много часов, и в итоге все равно разочароваться один в один не находится, как правило. Поэтому решила я, что проще вот так действовать. Копировать узор по картинке. Это проще. Итак, давайте посмотрим схему узора. И сейчас будем дальше. Так выглядит у нас схема узора. Значит, как я сказала, 12 петель у нас раппорт составляет, 6 рядов высота. Условные обозначения довольно простые. Значит, смотрите, вот эта вертикальная черточка – это лицевая петля. Кружочек – это накид. И вот этот треугольничек – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, девочки, вот такая простейшая схемочка. Просто действительно элементарно любая начинающая мастерица без труда освоит вязание по данной схеме. Давайте дальше посмотрим. Дальше у нас с вами есть вот такая выкройка. Я обычно здесь сейчас перестала рисовать все вот эти мерки, да, поскольку здесь все довольно индивидуально. У нас будет с вами расчетная часть, в которой я вам рисую и поясняю, сколько петель набрать, как распределить узоры, что такое вертикальная плотность, да, как ее применяем на практике. То есть и там, в принципе, все конкретные цифры звучат. И потом у нас появляется вот такое описание в виде текста, которое я как бы здесь все, так скажем, сопоставляю и вот здесь все печатаю. И затем этот текст появляется под видео, девочки. То есть у нас вот такой в текстовом варианте есть описание вязания, инструкция составляется для данного джемпера. Рассматриваем сегодня размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Да? Здесь все последовательно, сколько набрать петель, как перейти на узор и так далее. Рисую вам схематично, как распределяем раппорты узора, как их располагаем. В общем, все объясняю. Почему столько петель на вырез горловины и так далее. Как сформировать скос рукава, тоже пояснение вам объясняю, откуда что берется. То есть, в принципе, можно рассматривать даже расчетную часть как часть учебную, да, то есть для дальнейших мастер-классов, для дальнейшего использования вполне может вам пригодиться. Так, мои хорошие, давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 27 петель. Раппорт у нас 12 петель составляет, то есть 2 раппорта здесь у меня и 1 петля для симметрии делается. Вот. Она у нас будет крайне левая. 1 лишняя петля, ну не лишняя, да, а которая нам понадобится для узора, для симметрии. Значит, раппорт совсем невысокий, всего 6 рядов в высоту. И вот тут я эту схему не смотрим вот эту схему верхнюю. Она более аккуратная, а это у меня, так скажем, черновой вариант. Мы его не используем. Так, ну и начинаем с вами первый ряд. Вяжем лицевая петля и 2 вместе лицевой с наклоном, получается, влево. Я вяжу бабушкины петли, поэтому у меня будет за заднюю стенку вязаться лицевые петли. Так, дальше идет лицевая, накид,
5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот здесь я петельки меняю местами, так чтобы у меня вторая была поверх первой. Но это лично мой, так скажем, способ вязания. Если вы вяжете классику, вам вообще легко связать эти 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, связали, да? И все, девочки, на этом наш раппорт заканчивается. И начинается второй раппорт. Такой же, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 5 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5, снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт связали. И вот эта петля у нас осталась одна. Для симметрии лицевая. Я ее провязываю лицевой, кромочной, изнаночной. Переворачиваем наше вязание на второй ряд. Все четные ряды у нас будут с вами вязаться. Ну, это и так понятно, да? Все петли вяжем изнаночными в изнаночном ряду. Третий ряд у нас с вами вяжем. Раппорт первый. Лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Первый. Второй раппорт вяжем. Опять лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, по центру 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт связали. Для симметрии лицевая у нас крайне левая петля, кромочная, изнаночная. Четвертый ряд вяжем все петли изнаночные. Пятый ряд нашего раппорта вяжем. Первая петля идет лицевая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем накид, по центру лицевая, накид. Опять 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, по центру лицевая, накид, 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт связали. И у нас одна петля для симметрии лицевая, кромочная, изнаночная. Итак, шестой ряд вяжем все петли изнаночные и делаем влажную тепловую обработку. На этом раппорт заканчивается. Девочки, вам, если вы тоже расчет плотности делаете, свяжите еще пару раппортов в высоту, тем более потренируйтесь вязать узор, да? Вот наша задача сейчас с вами сделать влажную тепловую обработочку образца и расчет плотности. Так, девочки, я вам сейчас покажу. Значит, уже провязала двухстороннюю резинку патентную. Она вяжется, вообще у нее всего один ряд раппорт, как бы, и 2 петли ширина, да? Значит, смотрите, делаем с вами накид от себя, петлю снимаем, не провязывая. Затем идет лицевая. Делаем накид от себя, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Делаем накид от себя, петлю снимаем, не провязывая. Связали до конца ряда. Второй ряд точно такой же, как первый.
перевернули и вяжем то же самое. Смотрите, делаем с вами накид от себя, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид от себя, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Если вы хотите связать вот такую кудрявую полупатентную резинку, то там по-другому второй ряд вяжется. Первый также вяжется. То есть смотрите, петлю снимаем, значит так, накид, петлю снимаем, не провязывая. Здесь опять лицевая, да? Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. И сейчас второй ряд показываю для полупатентной. А полупатентная во втором ряду вяжется изнаночная. Там, где у нас 2 петли было, ну, то есть петля, снятая с накидом, провязывается лицевой. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Вот такой второй ряд у нас. Понятно, да? Вот такая вот у них небольшая разница. И получается один такой расхлябанный, вот такой второй, вот такой собранный вариант резиночки. Выбирайте для себя сами. Итак, горячим паром наш образец мы обдаем. Он становится влажный и очень хорошо тянется. Такой послушный, податливый. Тянем его в разные стороны. Вверх-вниз, вправо-влево. То есть стараемся его потянуть. На крайние петли тоже обращаем внимание, они у нас в расчете будут участвовать. Поэтому я их вытягиваю вот так, отпариваю края образца. Низ у нас волнистый получается, видите, да? Такой узор. Так, не переживайте, что вы что-то перетянете, девочки. Вы знаете, когда полотно высохнет, оно примет свою форму, которая ему будет присуща. Вот такой вот расправленном виде оставляем сохнуть. Итак, нашу линеечку прикладываем к образцу. Предварительно я вот так всегда его, после того, как он высох, я его вот так возвращаю, так скажем, его в естественную среду, да, и вот так его свободно укладываю на ровную поверхность. И после этого ничего не вытягивая дополнительно, ничего я с ним не делаю, да, вот, и я просто беру простую линейку и прикладываю, и у меня получается 14,5 сантиметров ширина образца. Мы с вами 27 петель набирали, 27 петель в образце делим на 14,5 сантиметров и получаем 1,85. Я напишу, я округлю. Значит, и пишу в одном сантиметре 1,85 петель. Это плотность по горизонтали у нас получается. Сейчас будем вертикаль с вами измерять. Для этого берем линеечку и измеряем высоту образца. У меня, значит, неровный край, поэтому мы делаем вот таким образом, значит, в широкой части 14 сантиметров, а в той, которая покороче, 13. Поэтому берем 13,5, да, среднюю арифметическую, 13,5 сантиметров у нас, и считаем ряды. У меня 30 рядов связано, и мы делим на 13,5 сантиметров. Получаем плотность 2,2. Запишем, что в одном сантиметре по вертикали у нас плотность 2,2 ряда получилась. Сейчас с этими цифрами будем с вами составлять описание на разные размеры. Вот такая вот у нас выкройка будет в расчете использоваться. Здесь у нас с вами сегодня будет, значит, звучать размеры 42. Так, сейчас скажу.
Да, 42 я тоже сделала. 42, 44. Затем идет 46, 48, 50, 52 размеры. И смотрите попетельно, что у нас получается. Все понятно, что спинка и перед у нас вяжутся одинаково. У переда глубокий будет вырез горловины на 12 сантиметров глубиной. Вот. А так они совершенно одинаковые. Небольшая планка, ну вернее как, относительно небольшая, 7 сантиметров. Начинается вязание снизу вверх, как вы поняли. Каждая деталь вяжется отдельно и затем все сшивается. У нас с вами нижняя планка будет составлять 7 сантиметров приблизительно. Это резиночка 1 на 1. И затем выходим на узор. Я уже посчитала петельки. 89, 99, 107 петель у нас получается на наши размеры. И давайте сейчас более детально. 89. Из чего складывается эта цифра? Для первого размера 42-44 мы берем 48 сантиметров. 48 сантиметров. И, в общем-то, вот так я располагаю наши раппорты. Значит, 48 надо умножить на нашу плотность, которую мы с вами посчитали. В 1 сантиметре 1,85. И получается петли. 48 умножить на 1,85. Вот, пожалуйста, 89 петель. Теперь нам надо четко с вами определить количество раппортов. Четкое количество. То есть, смотрите, оставляем это число и делим. У меня получилось на 12 петель в раппорте. Получается целое число 7. То есть 7 раппортов у нас с вами получается по 12 петель. Одна петля у нас идет для симметрии, крайне левая, мы ее вязали в образце. Кроме того, у нас идут кромочные справа, кромочные слева. И у нас еще получается 87 петель, это в сумме. И еще надо добавить одну лицевую справа, одну лицевую слева. То есть начинаете вязать с одной лицевой, это добавочная наша лицевая. Хотите, их проигнорируйте, и у вас будет не 48, а 47 сантиметров. Если у вас, например, 42 размер, да, зачем вам эта лишняя петля, как бы. Просто 7 раппортов подряд, одна петля для симметрии кромочные, и 87 это будет тогда петель. То есть здесь, пожалуйста, проявите свое желание, да, и не можете немножечко петельки поменять. Так, понятно, да? 7 раппортов подряд, петля для симметрии и кромочная. Для второго размера 46-48 мы берем 53,5 сантиметра. У меня получается 8 раппортов по 12 петель, одна петля для симметрии, 2 кромочные. Я нарисовала, это вот так выглядит. Вот. Видите, да? 8 раппортов. Так, затем у нас идет 50-52 размер, это 58 сантиметров, это 107 петель. Девочки, 107 петель. 107 петель у меня заняли также 8 раппортов, как для 46-48 размера. Кстати, в сумме это получилось 99 петель. Я, наверное, не назвала, где 8 раппортов. Вот. А здесь 107 для 50-52. У меня получается такое же количество 8, но я добавляю 4 лицевые справа, 4 лицевые слева. Вот. И у меня получается, начинается все с 4 лицевых, ну, соответственно, кромочные, 4 лицевые, затем идут 8 раппортов подряд по 12 петель, затем одна петля для симметрии крайне левая и получается 4 лицевые еще добавляются. Ну, то есть можно просто целиком сказать 5 лицевых слева, 4 лицевые справа, 5 лицевых слева добавляем к нашим 8 раппортам. Ну и, соответственно, кромочная. То есть вот таким образом распределяем узоры, и спинку мы вяжем с вами аж до самого плеча. И все закрываем. Не стала я здесь делать, девочки, вырез горловины, поскольку вы видели, у нас будет сейчас высокий воротник
такой, знаете, в виде гольфа, да, такого свободного. Его можно назвать, ну, скажем так, воротник вяжется трубой, то есть в высоту такой довольно свободный и широкий такой и высокий. Вот. Поэтому здесь я вот старалась посвободнее сделать на вырез горловины. Здесь вот посвободнее хотела сделать. Я понимаю, что здесь должно быть очень свободно. Прилегание не должно быть плотно к шее. Поэтому, несмотря на то, что мы обычно берем 20 сантиметров ширину выреза горловины, здесь я взяла побольше. То есть 20, если мы умножим на нашу плотность 1,85, 20 на 1,85 получается 37. Я взяла 39 петель, то есть на 2 петли больше положенного, на свободность, так скажем. Затем на второй размер я взяла 43, на третий вообще 45 петель. Но вы можете это дело как бы откорректировать. Если не хотите очень такой свободный, то здесь можно поменьше сделать количество петель. На плечи все, что осталось, да, у нас 25, 28, 31. То есть вычитаем из общего количества вырез горловины и делим пополам, получается петли плеч. Дальше идем с вами на перед. У переда у нас с вами формируется вырез горловины, как я сказала, глубокий, глубже, чем обычно. Я обычно 10 сантиметров рекомендую. Здесь сделала 12 на 2 сантиметра длиннее, но глубже. Вот. На какой высоте? Смотрите. Значит, от планки считаем из общей длины. Я, как всегда, взяла среднюю длину. Первый размер 58, второй 59 сантиметров, третий 60 сантиметров. Эту длину вы под себя видоизменяете, то есть кто-то хочет короткий, кто-то хочет длинный, то есть для себя решите, какая длина будет у вас, да, и умножьте эту длину, из этой длины вычтите, пожалуйста, планку 7 сантиметров и вычтите вот эти 12 сантиметров выреза горловины. У вас получится вот это расстояние. И это расстояние нужно умножить на вертикальную плотность, которую мы с вами получили. В 1 сантиметре 2,2 ряда. Смотрите, вот у меня получается 39, 40, 41 на наши размеры при такой длине, как я назвала выше, да? 39 умножим на 2,2 плотность, получается 8-6 рядов. Вот так, всегда берется четное число. То есть я пишу 39 сантиметров, это 8-6 рядов. Вот так же вы будете вязать. Обязательно считайте ряды, а не сантиметрами измеряйте длину. Просто после стирки обычно у нас с вами вытягивается любое трикотажное полотно. Вот этот коэффициент плотности закладывается не случайно, а именно вот для того, чтобы предотвратить это нежелательное, так скажем, явление, да, чрезмерное вытягивание. Так, теперь давайте по рукавчику пройдемся. Значит, на низ для планки также резинкой 1 на 1 набираем 46, 48, 50 петель в зависимости от размера. И у нас с вами высота тоже такая же, как у спинки переда. Вяжем резинкой 1 на 1, 7 сантиметров в высоту. И переходим на узор. Здесь тоже нужно правильно расположить, да, петельки. Давайте посчитаем, как у нас получается попетельно. У меня получается вот такой расклад, девочки. Смотрите, 4 раппорта подряд у нас составят с вами 51 петлю. То есть мы сделаем кромочную, затем 4 раппорта подряд, 1 петля для симметрии крайне левая и еще 1 кромочная. В сумме 51 петля, да? И поскольку мы с вами набирали 46, 48, 50, соответственно, добавляем в последнем изнаночном ряду нашей планочки петельки, да, 5, 3 и 1 у нас добавляется. И выходим на узор. Здесь же нужно одновременно начать делать скос, формировать. То есть надо будет делать прибавки для того, чтобы в конце у нас рукава закончить для первого размера 67 петель, второго 75, третьего 81 петля. Понятно, как считали по горизонтали, с применением тоже горизонтальной плотности. Ширину рукава, в нашем случае это 36, 40 и 44,
вот здесь у нас, видите, пройма для размеров стоит высота 18, 20, 22 сантиметра. И здесь, соответственно, в 2 раза увеличиваем рукавчик. Да? Поэтому получилось путем умножения 67 70, на плотность вот этих сантиметров получились петли. Теперь из большего количества петель отнимаем 51 петлю, которая у нас здесь в самом начале идет, и получаем общее число петель, которые нужно прибавить. То есть вот у нас 16 получилось для первого размера. Делим на 2 скоса. На каждый скос по 8 петель надо прибавить. Теперь опять применяем вертикальную плотность. Смотрите, конечно, длина рукава такая вещь, которую надо обязательно индивидуально как бы измерить для себя. Вы должны обязательно эту величину откорректировать. Обращаю ваше внимание. Не доверять слепо, да, то есть вот у меня тут 46,5 было. В общем, я взяла для примера, вот сейчас вам показываю от планки до конца рукава 36 сантиметров. И умножила эту величину на нашу плотность по вертикали 2,2. Получилось 80 рядов. И теперь, смотрите, значит, я также определил для других размеров 12-15 петель у меня получилось для 2 и 3 размера по каждому скосу прибавки. И вот смотрите, что дальше делаем. Нам надо эти прибавки делать равномерно. Одновременно и равномерно, значит, с 2 сторон. Да? Вот вы вяжете, вот так с 2 сторон прибавки делаете. Равномерность достигается вот таким путем, мы ее считаем. 80 рядов мы делим на наши петли по скосу. Вот устно считаем 80, разделить на 8 петель по скосу. В каждом 10-м ряду у нас идет прибавка по 1 петле справа и слева. Затем вот 12 петель стоит 2 размер. 80 делим на 12 петель, получаем вот такое число. Ни туда, ни сюда, да, то есть ни 6, ни 7. В таких случаях рекомендуется делать чередование. То есть первая прибавка в 6-м ряду, вторая в 7-м, опять в 6-м, в 7-м. И так 12 раз повторяем чередование прибавки. Да? Ну и в 3-м размере 15 петель, 80 разделить на 15, здесь получилось в каждом 5-м ряду. То есть здесь четко. Ну и после того, как вы свяжете, и у вас вот это количество петель окажется, да, у вас все петли закрываются по рукавчику. Особого внимания надо уделить, конечно, вывязыванию вот этого большого красивого воротника стойки, но это необычная стойка. Она, конечно, как воротник гольф больше подходит, да, такая, но свободная. Если мы привыкли, что стоечка у нас облегающая, как у свитера, то здесь она такая свободная. Ее называют часто воротник хомут. Но у нас он такой, видели, стоячий, да? Вяжется он патентной резинкой. Вот, я сейчас вам порекомендую эту резинку, как ее связать, покажу. Так, это понятно. Вот, количество петель я сегодня в описании все это напишу в виде текста. Почитайте под видео, сколько там петель. Я посчитала, что это надо где-то около 100 петель. То есть почти у нас получается, ну, в зависимости, конечно, от размера, петель на 15-20 больше, чем положено, как бы у нас. Обычно, ну как вот, смотрите, вот у нас идет вырез горловин 39, 43, 45, да? В общем, это число обычно удваивается, и такое количество набирается для планки по вырезу горловины, да? А у нас здесь, в общем-то, она должна быть свободная, она не должна прилегать к шее, да? Она у нас стоит, как хомут такой. Но хомут обычно падает, а здесь, знаете, трубой вяжется, без всяких каких-то там наворотах, просто трубой вяжется. Ну, если посчитаете, что 100 петель кому-то больше покажется, надо, кому-то меньше. Ну, вот я вас так сориентировала, а там уж, наверное, практика покажет, что получится-то. Трудно сейчас вот так вот, знаете, не видя самой, как бы,
не ощущая изделия, да, вот это вот все дело теоретически, вот я вам порекомендовала бы 100, а там надо немножечко, значит, на практике посмотреть, как это будет выглядеть. Так, ну, в общем, девочки, описание в виде текста всего того, что мы сегодня с вами тут рассчитали, будет под видео. Я сейчас заканчиваю мастер-класс. Желаю вам удачи. До новых встреч. Сейчас я покажу вам, девочки, резинку, которой можно связать воротник наш высокий, трубчатый, да. Для этого, вот смотрите, тут вот несколько вариантов резинки. Я думаю, что вот этот двухсторонний идеально подойдет. Видите, он одинаковый со всех сторон. Но эта резинка, она вот очень такая вот, видите, сильно тянется. Так что вот есть альтернативный вариант, когда резинка не сильно тянется. Она тоже тянется, но не настолько, как здесь, да. Вот, значит, разница в том, что это патентная резинка, а это полупатентная резинка. Вы сейчас увидите, в чем разница. Вот с этой стороны она вот так смотрится, это полупатентная, а с этой вот так, как кудряшки, да. Так что решите для себя, какой вариант вам нравится. Вот это будет двухсторонняя. То есть сейчас я вам покажу, принцип вязания у обоих резинок одинаковый.